Запад планирует купить Донбасс и отдать России. Что предлагают взамен, кроме денег, и почему переговоры в Абу-Даби на самом деле провалились? США перебрасывают войска в регион, увеличивают количество солдат и техники. К чему готовятся и что будет, если диктатор их не услышит? В главную битву человечества входит Илон Маск. Миллиардер готов изменить жизнь миллионов людей. Что он собрался делать и при чем тут Путин? Вторжение в воздушное пространство НАТО. Группа самолетов нарушила границу, их встретили прямо в небе. Что будет дальше? Об этих и других самых главных событиях утро субботы, 24 января. Теперь обязательно нужно досмотреть до конца. Дальше только самое важное. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Компромиссы закончились, идем к миру тяжелой железной поступью. Дорого, но якобы эффективно. Итальянская «Корьере делла Серра» пишет о возможной формуле переговоров в Абу-Даби. Украине могут предложить вывести войска из Донбасса, а взамен пакет восстановления на $800 миллиардов и весь процесс под руководством главы компании BlackRock Ларри Финка и западные гарантии безопасности. В материале говорится, что у переговорщиков есть 4 документа как основа будущего соглашения. Издание цитирует Александра Стуба, президента Финляндии. Украина должна уступить Донецк, однако план реконструкции на 800 миллиардов пока существует только на бумаге, денег нет. Также неясно, согласится ли Путин на гарантии безопасности, которые предусматривают присутствие солдат НАТО в Украине. Правда, параллельно, по данным Reuters и The Guardian, Москва продолжает настаивать на территориальных требованиях, и именно это остается главным тормозом любых договоренностей в Абу-Даби. Вторжение в воздушное пространство. Российские самолеты нагло нарушили границу страны НАТО. Балтика снова стала коридором для проверки нервов. Шведские силы быстрого реагирования подняли истребители после появления российских самолетов над морем. 2 Су-35С и бомбардировщик Ту-22М. Странно, зачем там нужен бомбардировщик? Шведская истребительная авиация обозначила свое присутствие и дала знать, чтобы такие полеты в нашем ближайшем регионе не оставались незамеченными. И это уже выглядит как регулярное, рутинное давление. Речь идет о нейтральных водах, но смысл простой – показать флаг и проверить реакцию. Ранее похожие перехваты над Балтикой проводили и польские истребители, когда рядом появлялись российские разведывательные самолеты. Евросоюзу срочно нужно менять правила, если, конечно, они хотят расширяться и развиваться. Каждая инициатива упирается в одну и ту же стену – венгерскую. Виктор Орбан заявил, что страна не пустит Украину в Евросоюз, мол, не будет парламента, который за это проголосует. Даже срок обозначил. Так может, после этого? И раз уж в Венгрии очевидно, что мы не хотим, чтобы они вступали в ЕС, мы выступаем против их членства, тогда как партии оппозиции хотят их туда впустить. Значит, мы должны принять, что украинцы будут активными участниками венгерской кампании, потому что они напрямую заинтересованы в смене власти в Венгрии. Мне это не нравится, это не особенно приятная вещь, пусть даже и объяснимая, поэтому мы будем бороться и с этим тоже. Долго собирается он оставаться премьером, получается. И тут же добавил политический подтекст. По его словам, Киев якобы пытается повлиять на исход предстоящих парламентских выборов в Венгрии, потому что знает, нынешнее правительство не даст Украине пройти в ЕС. Но это заявление уже отреагировали в Киеве, тонко пошутив над Виктором Орбаном. Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится и 100 лет, даже если вы будете готовы пожертвовать ему все свои органы. А в день вступления Украины в ЕС мы вывесим эту фразу в парламенте, чтобы помнить о вашей лжи следующие 100 лет. Дания готовится к немыслимому сценарию в Гренландии. Датским военным, которых перебрасывают на остров на самом высоком уровне, приказали быть готовыми вступить в бой, если США попытаются атаковать Гренландию. Переброска солдат и техники, по данным СМИ, резко ускорилась, а бойцам выдали боеприпасы под рукой, чтобы можно было открывать огонь сразу. Более того, королевство обратилось к НАТО за помощью. Мы попросили НАТО усилить присутствие в арктическом регионе, и, как мне кажется, в НАТО с этим согласны все. И арктические государства, и другие страны-члены. Нам необходимо постоянное присутствие НАТО в Арктике, в том числе вокруг Гренландии.
Вы спрашиваете о красных линиях? Да, они у нас есть, разумеется. Думаю, для всех очевидно, что мы суверенное государство, и это не предмет для переговоров. Официальный Копенгаген осторожный в формулировках. Минобороны Дании отказывается обсуждать содержание возможных конфиденциальных документов и заявляет, что усиление присутствия – это совместное учение в Арктике в рамках Arctic Endurance, которое планируется на весь 2026 год на суше, на воде и в воздухе. Но сам факт того, что европейская страна всерьез прописывает оборону от союзника, говорит о том, насколько токсичной стала гренландская тема. Трамп и Рютте договорились по Гренландии, а Гренландия об этом не в курсе. Премьер-министр Йенс Фредерик Нильсен заявил, что не знает, о чем именно шла речь в рамочном соглашении, которое Трамп обсуждал с генеральным секретарем Альянса. И повторил главное, никто, кроме Гренландии и Дании, не может заключать сделки от их имени. Что касается соглашения, я не знаю, что именно в нем содержится, но я знаю, что сейчас у нас есть рабочая группа, которая работает над решением, но все равно трудно слышать угрозы каждый вечер. Представьте, как это — быть гренландцем, мирными людьми в Гренландии и слышать каждый день, что кто-то хочет забрать твою свободу. Нильсен напомнил, что несколько дней назад представители Гренландии и Дании встречались с Марком Рютте и обозначили красные линии – территориальная целостность, границы и международные правила. Риторику США он назвал неприемлемой, но добавил, что Гренландия готова восстановить с Вашингтоном нормальные рабочие отношения. Похоже, мир скоро победит самую важную проблему человечества. Осталось только найти ее корень. Илон Маск в Давосе описал, на чем дальше будет сконцентрирована наука. Старение – это не судьба, а задача на решение. В Давосе Илон Маск заговорил так, будто готов лезть в самую запретную тему – как остановить износ человека. Он заявил, старение, по его мнению, очень решаемая проблема. Думаю, когда мы поймем, что именно вызывает старение, окажется, что это до смешного очевидно. Это не какая-то тонкая, едва уловимая штука. Почему я так говорю? Потому что почти все клетки в твоем организме, по сути, стареют с одинаковой скоростью. Я ни разу в жизни не видел человека со старой левой рукой и молодой правой. Это значит, что должны существовать часы, синхронизирующий механизм, который синхронизирует работу примерно 35 триллионов клеток твоего тела. Но тут появляется еще один персонаж, который мечтает победить старость, но у кого гораздо меньше времени на эту борьбу, и дочь которого и так занимается генетикой. Угадали, о ком это? Что касается вообще генетики в целом, то некоторые считают, что это более, да, если с точки зрения безопасности посмотреть, более даже серьезная вещь, чем изобретение в свое время атомной бомбы. Вот это и может иметь колоссальные последствия для человечества. И нам, конечно, здесь не просто нельзя отставать, нам нужно быть впереди. Кремлевский диктатор надеется жить вечно и, видимо, вечно править. Пентагон перебрасывает войска. Группировка в регионе увеличивается. К чему готовятся Штаты, сейчас разберемся. США усиливают военное присутствие на фоне нового обострения с Ираном. К региону направляют авианосец «Авраам Линкольн» с кораблями сопровождения, а также перебрасывают ударные самолеты и поддержку. Сам Трамп заявлял, что отправляет масштабный флот, но при этом говорит, что не хочет войны и наблюдает за ситуацией. У нас там есть люди, которые могут оказаться под угрозой. Это часть всей нашей союзнической архитектуры. Там, где, знаете, Саудовская Аравия и другие страны много инвестируют в Соединенные Штаты Америки. Мы должны, конечно, убедиться, что у нас и там есть люди, чтобы защищать наши активы, которые находятся в этих частях мира. И, мне кажется, президент просто хотел убедиться, что если, не дай бог, иранцы сделают что-то очень глупое, у нас будут необходимые ресурсы, чтобы на это ответить. Параллельно на базы в регионе прибыли самолеты F-15 вместе с самолетами дозаправки и транспортниками, чтобы быстро нарастить возможности для удара или обороны. Все это происходит после жесткого подавления протестов в Иране и на фоне предупреждений Тегерана о полномасштабном ответе, если США решатся на силовой сценарий.
Самая дорогая ночь. Ночь, которая стоила годового бюджета областного центра. По оценке Главного управления разведки Минобороны Украины, массированный обстрел в ночь на 20 января стоил России более 131 миллиона долларов. Это примерно годовой бюджет Великого Новгорода, города на 220 тысяч жителей. В атаке, по данным разведки, использовали 372 средства воздушного нападения, баллистику «Искандер», «Циркон», крылатые Х-101, дроны и даже учебные ракеты РМ-48У. В ГУР подчеркивают, эти деньги можно было бы пустить на онкоцентр, который спасал бы тысячи жизней, или на сотни социальных проектов. И это происходит на фоне проблем с российскими финансами. Дефицит бюджета, по их данным, в прошлом году достиг 70 миллиардов долларов. Ради войны Москва, как утверждают разведчики, вынуждена повышать налоги и акцизы и резать социальные расходы. Ехал в Москву на заработки, а получил мешок на голову и контракт на войну. Казахстанец Жазылбек Ажигалиев, работавший медиком в клинике, по словам родственников, оказался в руках российских силовиков после звонка из миграционной службы. 19 января он пришел за документами, туда приехала полиция, его увезли в отделение, применив электрошокер. Сестра утверждает, 3 дня его избивали и пытали электрошокером, а сотрудники военкомата приходили трижды и пытались принудить подписать контракт для отправки на войну против Украины. Ажигалиев отказался и потребовал депортации. В ночь на 21 января его отправили с самолетом в Алматы и запретили въезд в Россию на 5 лет. В Казахстане родственники просят власти дать оценку, но официальных комментариев на момент публикации не было. Война за символы продолжается. В этом случае она обретает довольно странный подтекст. Памятник на могиле известного криминального авторитета Мишки Япончика устоял. И это уже превращается в отдельную битву за... что бы там ни было. В Вознесенске Николаевской области власти отказались сносить надгробный памятник на могиле известного одесского криминального авторитета. Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Городская администрация ответила активистам, что это именно надгробие. Запрещенной символики там нет, а сам Япончик не входит в список лиц, чьи памятники подлежат ликвидации. А в прошлом выпуске мы рассказывали вам о том, что мирный договор снова оказался под угрозой. Россия выдвигает новые неожиданные условия, а спецпосланники Трампа уехали без результата, и это выглядит как тревожный сигнал. Переговоры могут зависнуть. Также говорили о появлении нового военного блока, долгожданного союза, который может сделать Европу действительно единой, но на пути стоит одно самое сложное условие. И отдельно про мошенников. Схемы становятся все хитрее, и мы разбирали, как распознать ловушку вовремя. Смотрите, если еще не посмотрели, а мы с вами увидимся уже вечером.